from visiting my friends here посещая моих друзей, общаясь с ними здесь, and seeing the prosperity of Russia the last 20 years or so, и я, видя процветание России, к какому она пришла за последние 20 лет, and increasing economic prosperity, и когда мы видим, что в России выросло экономическое благополучие, there's the great challenge of becoming comfortable with the world. мы видим, что церкви сталкиваются с опасностью быть удовлетворенными тем комфортом, который дает им мир. And people tend to start doubting the integrity of Scripture. И люди начинают сомневаться в непорочности Священного Писания. That was one of the fundamentals Это одна из фундаментальных истин, that Elder John Carter talked about just previously, о которой сегодня только что говорил пастор Джон Картер. and why true Christianity focuses on Вот почему истинное христианство сосредотачивается sola scriptura на понятии sola scriptura. has our authority. Это наш авторитет. And yet secular society says we don't need the authority of Scripture. А секулярное общество говорит, нам не нужен авторитет Священного Писания. Modern science and modern scholarship say Scripture is not valid. Современная наука, современные теологи даже говорят, Писание уже не имеет той ценности. When I studied at the secular university in the United States, Когда я учился в светском университете в Соединенных Штатах, my professors told me that science had disproved the Bible. мои профессора учили меня, что наука опровергла Библию. And this is commonly repeated in the media in America. И в Америке это постоянно повторяется в средствах массовой информации. Many television programs try to show that the Bible is not true. Многие телевизионные программы пытаются показать, что Библия больше не является истинной книгой. One of the scholarly disciplines that helps combat or challenge the Одна из idea научных дисциплин, которая помогает противостоять подобной идее, is archaeology. это археология. And so for a few minutes this morning, Поэтому сегодня в течение наших минут общения we're going to review some of the exciting archaeological мы discoveries попытаемся открыть некоторые поразительные археологические открытия, that challenge the challengers. которые бросили вызов тем, кто бросил вызов Библии. What I have here is a couple of pictures that talk about the great discoveries of biblical archaeology. Здесь будет несколько фотографий, которые говорят о великих открытиях мира библейской археологии. In the United States a few years ago, В Соединенных Штатах несколько лет назад a popular television program was broadcast. появилась популярная телепрограмма. It was about the Bible, Она касалась Библии. and it received a high number of viewers. И очень большое количество людей посмотрели эту программу. It talked about the stories of the Bible. Эта программа говорила о библейских историях. It generated so much interest И эта программа вызвала такой интерес в обществе, that a number of leading magazines in the United States talked about the program. что ряд ведущих американских журналов стали говорить об этой программе. One of those magazines was U.S. News and World Report, Один из этих журналов – US News and World Report. and the cover of this particular journal И обложка вот этого журнала asked the question, but is the Bible true? задала такой вопрос: является ли Библия истинной? And that's a question a lot of Americans are asking. И это вопрос, который задают очень много американцев. In addition to the questions that people have who watch television, Вдобавок к вопросам, которые задавали люди, которые смотрели телепрограмму, there's the challenge of American universities. мы видим, как вызов бросают многие американские университеты. On the picture you see a photograph of one of the professors in the state of Ohio. Вот эта женщина является профессором в университете Огайо. She's a biblical scholar, Она библейский богослов. and she wrote an article in one of the leading journals in the United И она States. написала статью в одном из ведущих журналов в Соединенных Штатах. In this journal, she complained that too many students come to the university, И в этой статье она жалуется, что очень много студентов попадают в университет, and they still believe in the Bible, и они все еще верят в Библию. kind of the way John Carter was talking about. Вот то, о чем Джон Картер говорил сегодня. She complained that this was a faith-based reading of the Bible, Она осуждает чтение Библии с верой. and she was appealing to all of the university professors in the United И States она делает призыв всем профессорам всех университетов США, that we need to make the young people of America more educated about the Bible. что нам нужно дать молодым людям Америки больше образования в отношении Библии. They need to have a scholarly understanding of the И Bible. она говорит, им нужно иметь более научное понимание Священного Писания. They need to learn about historical criticism and science, Им нужно узнать, что такое исторический критицизм в науке, критицизм, and have a more sophisticated understanding. и иметь более сложное понимание. Is that happening here yet? Я не знаю, происходит ли это в ваших университетах.
One of the major questions that I think we are going to be challenged with Один из величайших вопросов, с которым мы столкнемся, as we get closer to Jesus coming, и этот вопрос будет становиться все более проminentным, все более ярким перед пришествием Христа, is the question my professors asked me in university. это вопрос, который задавали мне мои профессора в моем университете. Is the Bible true? Является ли Библия истинной? For just a few minutes, I'd like to talk about how skepticism of the Bible Позвольте несколько минут поделить тому, как скептицизм в отношении Библии появился. penetrated into Western thinking, И как он проник в западное мышление, particularly in Europe and the United в States. особенности в Европе и в Соединенных Штатах. Modern secularism has only taken advantage of this situation. Современный секуляризм только воспользовался этой ситуацией. Here you can see a picture of Martin Luther. Здесь мы видим картину Мартина Лютера. Up until the time of Luther, most people in Europe believed in the Bible. До времен Лютера большинство европейцев верили в Библию. But during the course of the Reformation and after the Reformation, a new attitude about the Bible developed. Но во время реформации, в постреформационный период, они стали знать больше о том, как развивалась и как формировалась Библия. This new attitude was held by only a few people, И вот это новое отношение, в него верила всего лишь небольшая группа людей. they were the intellectuals of European society. Это были интеллектуалы в европейском обществе. As they looked at the battle between Catholicism and Protestantism, И когда они смотрели на битву между католицизмом и протестантизмом, they became convinced they didn't like either side. они пришли к убеждению, что им не нравятся ни те, ни другие. And I run into this attitude today. И вот это отношение, оно осталось в западном обществе до сих пор. These intellectuals said, look, the Catholics killed the Protestants, Эти интеллектуалы стали говорить: смотрите, католики убивали протестантов, and the Protestants killed the а Catholics. протестанты убивали католиков. Seems like Christianity Такое впечатление, что христианство leads to nothing but killing and war. ведет только к войнам и к убийствам. And if they get their ideas from the Bible, И если эти идеи они получают из Библии, then we want nothing to do with the Bible. тогда мы не хотим не иметь ничего общего с Библией. Some of the causes of biblical skepticism Вот причины библейского скептицизма. included an over-rigid Protestantism. Во-первых, это протестантизм, который часто впадал в крайности, такой в грубой форме протестантизм. Perhaps similar to the perfectionism that some of us struggle with today. Это перфекционисты в протестантизме, с которыми сегодня мы сталкиваемся. And the intellectual said, why would I want to belong to a religion that's so rigid? И интеллектуалы говорили: как я могу принадлежать к такой фанатичной, грубоватой религии, They'll kill people for it. которая будет людей убивать по причине религии. And these intellectuals said, look, the Catholics say they're right, and the Protestants say they're right. Интеллектуалы сказали: католики говорят, они правы, протестанты говорят, они правы. Why believe either one? Зачем мне верить тем или другим? And of course, the religious wars that existed at the time of the Reformation И, and конечно after, же, религиозные войны, которые появились во времена реформации и после нее. the French wars of religion, Это французская война с религией, the 30 Years' War, это 30-летняя война, the English Civil War. английская гражданская война. These wars lasted for decades, Эти войны длились десятилетиями. killed tens of thousands of people И они убивают десятки тысяч человек in the name of Christ. во имя Христа. So a lot of people said, I don't want Christianity. Поэтому многие люди стали говорить: нам не нужно христианство, I don't want their Bible. мне не нужна их Библия. In addition to that В добавление к этому was the rise of modern scientific knowledge. был рост научного знания. And certain intellectuals said scientific knowledge is enough. И некоторые интеллектуалы сказали: научного знания достаточно. We don't need the Bible. Нам не нужна Библия, We don't need religion. нам не нужна религия. And of course, you know that as scientists started studying the world, И когда ученые начали изучать мир, they eventually came to the conclusion в конце концов они пришли к выводу, that science can explain everything, что наука дает ответ на все вопросы, even where human beings came from. и даже на происхождение человека. Elder Carter talked about how the Bible teaches we came from God's creative hand. Пастор Картер говорил из Библии о том, как мы являемся произведением рук Божьих. But the scientists tell us that no, we came here without any God. Но ученые утверждают, что мы появились вне вмешательства Бога. We evolved from ape-like creatures. Мы все произошли от этих старых древних обезьяноподобных существ. I'm going to show very quickly Мне хотелось бы очень быстро показать вам 9 individuals that made a major impact on our modern secularism. 9 людей, которые оказали самое большое влияние на развитие современного секуляризма.
I wouldn't normally present this material for a church group, Обычно в церкви я не представляю этот материал, but since you are pastors and leaders of the church но here in поскольку Russia, вы пасторы и руководители церкви в России, we're going to do something a little heavier for just a few moments у нас будет сложный материал для вас сегодня. and look at where some of the ideas about biblical skepticism came И from. я вам расскажу о том, от кого происходили идеи библейского скептицизма. One of the key people in skepticism И вот ключевые люди в скептицизме. was Lord Edward Herbert of Sherbury, in British. Это лорд Эдвард Герберт из British lord. Шербури, He was one of the founders of deism. или Хербури. Он один из основателей деизма. And he basically thought that God might exist, И он учил тому, что Бог, возможно, существует, but if he does exist, he has very little to do with us down но here. если он и существует, то к нам он имеет мало отношения. He argued that reason is the main thing we need to survive in И он life. говорит, что главное, что нам необходимо, это разум и логика для выживания в жизни. Human reason, not the Bible. Человеческий разум, но не Библия. He argued that Scripture, the Bible, is irrational. Он говорил о том, что Библия иррациональна. This idea was continued by Thomas Hobbes. Томас Хоббс продолжал его идеи. He was another deistic philosopher, Это еще один философ-деист. and he directly challenged the historicity of the Old Testament. И он бросает вызов историчности Ветхого Завета. He said Moses didn't write the Bible. Он говорил, не Моисей написал Библию. No reason to believe any of the books of the Pentateuch. И нет причин верить ни одной из книг Пятикнижия. He again argued for the supremacy of human reason. Он также утверждал, что высшее превосходство имеет человеческий разум. Another leader was Benedict Spinoza. Следующий ученый Бенедикт Спиноза. He was a Jewish scholar from Scandinavia or from the Netherlands. Это голландский еврейский ученый. He argued that Moses did not write the Pentateuch also, Он также оспаривал авторство Моисея в Пятикнижии. and he questioned the validity of the book of Daniel. И он также оспаривал достоверность книги Даниила. He said it's impossible for someone like Daniel to know the future. Он говорил, что это невозможно, чтобы человек, подобный Даниилу, знал будущее. There's no reason to trust Daniel for predicting the end of И time. он говорит, что нет причин доверять Даниилу в предсказаниях конца времени. He's known as the father of negative criticism. Он отец так называемого негативного критицизма. Another individual was John Toland, another British scholar. Следующий – это британский ученый Джон Толланд. He also became convinced that the Bible is full of mysteries, Он также пришел к убеждению, что Библия переполнена тайн. and that these mysteries, these miracles defy reason, И что эти чудеса, они противоречат разуму. and they should not be believed. И этим чудесам верить не нужно. And then there was Ricard Simon. И затем Рихард Симон. He was a French Catholic priest. Это французский католический священник. He had once been a Protestant, I'm told. Он начал с протестантизма. Он сначала был протестантом, But when he became a Catholic, he wanted to undermine his old faith. но когда он стал католиком, он захотел подорвать веру протестантов. And he wrote one of the most significant works in destroying the Bible, at least И он trying to. написал один из выдающихся трудов, где он пытается опровергнуть Библию. He suggested that the Bible was not written by Moses or the other Bible writers, Он предложил, что Библию написал не Моисей и не другие библейские авторы, but that mysterious unknown people took different pieces of literature но он сказал, что разные неизвестные нам люди взяли разные произведения литературы древней, and stories of the ancient а Hebrews также истории древних евреев, and pasted them together to make the Bible. и сложили все это вместе, и получилась Библия. But the Bible did not come from God, Но Библия пришла не от Бога. and the stories are not true, История ее недостоверна, and he's called the founder of modern biblical criticism. и он называется основателем современного библейского критицизма. And then as you move along with other philosophers, Когда мы подходим к другим философам, you have Immanuel Kant, who argued that появляется Эммануил Кант. he said humans cannot have any contact with God. Он говорил, человек не может иметь никакого удовольствия в Боге. The idea that you can pray directly to God Идея, что мы можем молиться напрямую Богу, is nonsense. это нонсенс. God is too far above us. Бог очень далеко, очень He высоко. cannot communicate with us, Он не может общаться с нами, even through the Bible. даже посредством Библии. Then you have Selmer, a German scholar. Затем Саломо Семлер, это один немецкий ученый. He wrote in the 1700s, the 18th century, Он писал в XVIII веке, and he said the Bible is no different from any other historical book, и он утверждал, что Библия не отличается ни от одной другой исторической книги. and it needs to be criticized in the same way. И он также критиковал Писание, как и все остальные.
I'm mentioning these professors, even though they lived a long time ago, or these Я упоминаю scholars, всех этих профессоров, несмотря на то, что они жили очень давно, because their ideas still influence the university today. потому что именно их идеи влияют на все современные университеты. My professors at the University of California Мой профессор в университете Калифорнии and in the University of Arizona, where I got my PhD, и в университете Аризоны, где я получил докторскую степень, taught me the same thing that these men from the 17th, 18th, and 19th centuries учили taught. меня тому же, чему учили вот эти люди из 17-18 столетий. I can remember one of my professors holding a Bible up in class in California, Я помню, как мой профессор в Калифорнии держал Библию на уроке, and he said, "We're going to treat this book like any other book. и он сказал, мы будем обращаться с этой книгой так же, как со всеми остальными книгами. Its stories are no more true than the myths of the Egyptians Он говорит, ее история не более правдива, чем мифы древних египтян. or the ancient Greeks or Romans." Или древних греков мифы, или древних римлян. One of the final two scholars that I'll mention И вот briefly, еще два ученых, о которых я вам скажу. another German, Wilhelm de Wet, Это Вильгельм де Вет, 19th century. немец, это 19 век. He did the most comprehensive study of the Old Testament up to his time Он совершил самое такое полное исследование Ветхого Завета в свое время. and came to say that virtually all of the history of the Old Testament was not true. И он сказал, что большая часть истории Ветхого Завета недостоверна. And the final scholar that we'll mention is Julius Wellhausen, И последний ученый это Юлиус Вильхаузен. very famous scholar of the late 19th century. Это очень известный ученый конца 19 века. And his quote here, if we can translate this, Окей, I will. okay. He says, as for the historicity of the Pentateuch, Wellhausen claimed that И вот такая цитата. Что касается историчности Писания, Вильхаузен заявлял, here in Genesis, что здесь, в Бытие, no historical knowledge about the patriarchs is to be gotten, невозможно извлечь историческое знание о патриархах, but only about the period in which the stories about them arose among the Israelite people. но только о периоде, в который истории о них появились среди израильского народа. The later period of the Israelites Этот поздний период was simply projected back into the dark antiquity был просто спроецирован на вот эту темную античность and reflected like a glorified image. и отражен как славный образ. But Wellhausen's conclusion was the Bible does not tell us the truth. Но выводы Вильхаузена состояли в том, что Библия не говорит нам истину. These ideas Вот эти идеи, have penetrated the United States very deeply, они глубоко укоренились в ученых кругах Соединенных Штатов, at least in the universities. по крайней мере, в университетах. And so when our young people go to these universities, Поэтому, когда наша молодежь идет в эти if университеты, they don't attend an Adventist college, если они, скажем, не попали в адвентистский колледж, the arguments of the professors seem very powerful, аргументы этих профессоров кажутся очень сильными. and we lose a lot of young people И мы теряем очень много молодежи, to skepticism. которая становится скептичной. Why go to a church that believes in a book that's not true? Зачем ходить в церковь, которая верит в книгу, которая не является истиной? But are the claims and the challenges of the critics valid? Но вопрос, можно ли проверить заявления критиков? Before I switch over to archaeology, Перед тем, как я переключусь на археологию, I'll mention the most recent phenomena that's happening in the United States and Europe. я упомяну еще один феномен, который происходит сегодня в Европе и в США. And it's a continuation of the 19th century historical criticism. И это продолжение исторического критицизма XIX века. It's very powerful in the United States universities И right это now. движение набирает большую силу в американских университетах сегодня. And thanks to the internet, И благодарение интернету ideas that appear in one country идеи, которые появляются в одной стране, quickly get around the entire world. очень быстро попадают во все страны мира. And if you haven't heard of minimalism yet in Russia, Если вы еще не слышали о минимализме в России, you'll hear about it soon. вы скоро об этом услышите. And the basic premise of the minimalists И главная идея минималистов, is that there's a minimal amount of material in the Bible что в Библии есть минимальный объем материала, that has any historical value at all. который имеет хоть какую-то историческую ценность. One of the major scholars in the United States has pushed this idea. Один из главных ученых в Соединенных Штатах очень продвигает эту идею. This is John Van Seters. Это Джон Ван Сеттерс. And he wrote an important book called Abraham in History and Tradition. Он написал книгу, которая называется «Авраам в истории и традиции». And he basically says there is no Abraham. Но в этом он утверждает в труде, что Авраама в реальности не было. Some of the proofs for why Abraham doesn't exist, according to Van Seters, Согласно Ван Сеттерсу, причины, почему Авраам не существовал, included the fact that the Bible says that Abraham had camels включает тот факт, что у Авраама, как говорит Библия, были верблюды, and that Abraham lived in tents. и что Авраам жил в палатках.
But Van Seters pointed out Но Ван Сеттерс выделяет эту that мысль, any good ancient historian or archaeologist что любой хороший историк или археолог knows that camels did not exist in Abraham's time, знает, что верблюды не существовали во время Авраама. and that people did not live in tents in Abraham's И time. во времена Авраама люди не жили в палатках. Archaeology has proven that the Bible is not true. Археологи, как он говорит, доказали, что Библия неправдива. I remember this illustration Я помню эту иллюстрацию, because it was the very first one given to me in my graduate classes in Sacramento. потому что в Сакраменто на моей магистерской программе именно эту аргументацию мне давали. It was at California State University. Это был государственный университет штата Калифорния. It was Dr. Howard Goldfried. Это был доктор Говард Голфрид. He was the one that held up the Bible Это был именно тот, кто держал Библию в руках and said this was no different than the ancient myths of the и Egyptians. сказал, что она ничем не отличается от мифов древних египтян. And one of his first evidence for showing that the Bible was not true И одно из свидетельств, которым он пытался доказать, что Библия не говорит правды, was the fact that the book of Genesis talks about camels. был тот факт, что Бытие говорит о верблюдах. And he said that any good archaeologist knows that camels did not exist then. И он говорит, любой археолог знает, что верблюды в то время не существовали. Camels were not domesticated until over 1,000 years after Abraham even was alive. Верблюды были одомашнены, были приручены людьми только через 1000 лет после Авраама, он говорит. If Abraham even existed. Если он говорит, вообще Авраам существовал. I mention this story because Я упоминаю эту историю, many years after Dr. Goldfried told me this, поскольку много лет спустя после того, как доктор Голфрид преподавал мне это, I was driving around the desert in a Jeep in the Sinai area. я ехал по пустыне Синайской, That's now controlled by Egypt. которая сегодня Egypt. контролируется Египтом. I was looking for some ancient inscriptions. Я вел раскопки, искал древние записи. I was climbing a desert mountain just north of Mount Sinai. Я взбирался на пустынную гору к северу от горы Синай. And when we found the inscriptions, ancient Egyptian И inscriptions, когда мы нашли древние египетские записи, we found some petroglyphs. мы нашли так называемые петроглифы, такие рисунки. Yeah, petroglyph is a writing on rock or a picture on a rock. Это такие наскальные рисунки. And we were able to date the picture on the rock И мы способны были датировать эти картинки на скалах based on the inscriptions next to it. на основании записей, которые были рядом. And the picture showed a camel being led by a human being. И на этих картинках изображен верблюд, которого ведет человек. And it dated back just about to the time of Abraham. И датируются эти надписи временем Авраама. And that was one of my lessons about trusting what my professors told me in university. И это был один из моих уроков в университете. И вот теперь я смог проверить то, что говорил мой профессор. We've since done a lot of research on camel domestication Мы провели очень много исследований по вопросу одомашнивания верблюдов. and have discovered numerous examples of camels existing in Abraham's И мы time. обнаружили множество археологических свидетельств тому, что верблюды существовали в домах людей во дни Авраама. But the critics are very slow to change their Но вы opinions. знаете, критики очень упрямы, они не любят менять свое мнение. I'm going backwards. Let me get going the right direction here. So we're going to, for just a few minutes, В течение нескольких минут, позвольте, we'll do an introduction to some of the archaeological research of recent years. я представлю вам некоторые последние находки. These are not Abraham's camels, by the way. Кстати, это не верблюды Авраама. This is from a picture I took recently at Petra. Это недавно я в Петре сфотографировал. The camel theory was so powerful in scholarship Вот эта теория верблюдов была настолько продвинута в ученых кругах, that artists would illustrate the story of Abraham, что некоторые художники изображали историю Авраама, having him leave Ur of the Chaldees как он выходит из Ура Халдейского, with donkeys instead of camels. и у него ослики вместо верблюдов. And in this painting you can see donkeys but no camels. Вы видите здесь на этой картине осликов, но там нет верблюдов. That's how important these scholarly ideas are in Смотрите, как penetrating the popular mind. идеи ученых-критиков повлияли даже на художников. This is another one of the critics, Tom Thompson Вот еще один критик, Том Томпсон and Niels Lemke. и Нилс Лемке. These are professors in Scandinavia, Это скандинавские профессоры, and they are also pushing the idea of minimalism. и они также продвигают идею минимализма. There's been about 3 major areas over the last 50 И years вот за последние 50 лет было 3 области поиска. in which there have been major battlegrounds И именно по этим 3 вопросам больше всего было битв between the Bible and the skeptics. между Библией и скептиками. The first has to do with the flood, Первый вопрос – это потоп, the patriarchal period in Moses, это патриархальный период Моисея,
Basically, the scholars say there never was a flood. Критики говорили, что потопа не было никогда. Abraham and the other patriarchs never existed. The stories about them are Авраам fables. и патриарх никогда не существовали, все это басни. And Moses probably did not exist and did not write the И, Bible. вероятнее всего, не существовал и Моисей, и не он написал Библию. For many years, archaeologists tried to counter with different arguments, saying it was true. В течение многих лет археологи пытались учесть эти аргументы, и даже некоторые утверждали, что они правдивы. But it's very hard to find scholars that will accept the existence of the patriarchs and Moses today. Но очень сложно сегодня найти ученых, которые примут на веру существование Моисея и патриарха. The second battle moved on to the question of Israel. Вторая битва касалась передвижения Израиля. And it was thought that there was indeed an exodus and a conquest. Идея говорила о том, что да, действительно был исход, было завоевание земли обетованной. That Israel did leave Egypt and they did conquer Jericho and the Promised Land. Да, Израиль ушел из Египта, да, он покорил Иерихон, землю обетованную. When I started my studies, most scholars still thought that way. Когда я проводил исследования, большинство ученых так и думали. But now, 30 years later, they say, no, there is no exodus, there was no conquest. Но сегодня ученые говорят, не было исхода и не было завоевания земли обетованной. And the final battle is still going on today. И вот последняя битва, которая сегодня продолжается в научных кругах, It has to do with the time of Saul, David, and Solomon. это касается времени Саула, Давида и Соломона. And many of the minimalists say there never was a David or a Solomon. И многие минималисты говорят, что ни Давид, ни Соломон не существовали. Yet archaeology has really helped us here. Но здесь нам очень сильно помогли археологи. And in our later session, we'll talk in more detail about this. И на последующих лекциях я вам в деталях расскажу об этом. But one of the exciting discoveries a few years ago Но одно из поразительных открытий несколько лет назад was when an archaeologist turned over a stone in the northern part of Israel. это камень, который был открыт на севере Израиля. And when he brushed off the stone, И когда пыль стряхнули с этого камня, смели, he saw that there was ancient writing on the stone. ученый увидел древние записи на этом камне. And when they translated the writing, И когда эти письмена были переведены, the writing was actually in ancient Aramaic, the Syrian language. эти писания были на древнем арамейском, на сирийском языке. They saw that the stone was originally a victory stela, В реальности это была стелла, говорящая о победе. and it was a Syrian king bragging about beating the house of David. И эта стелла говорила о том, как царь ассирийский победил дом Давида. When the minimalists heard about this discovery, Когда минималисты услышали об этом открытии, they were very upset. они очень расстроились. I had actually attended a meeting by minimalists in Chicago В Чикаго я приехал на их собрание минималистов just before this discovery, перед тем, как было сделано это открытие. and they confidently said that King David И они так определенно утверждали, царь Давид was no more historical не более историчен, than the British King Arthur and the Knights of the Round Table. чем британский король Артур и круглый стол. So when they found this stone with David's name on it, И когда они нашли вот этот камень с именем Давида, they tried to argue it was a fraud. они сказали, это подделка. They said it can't be true Они говорят, этого не может быть, because David doesn't exist. потому что Давид не может существовать. The problem was that the stone was discovered Но проблема в том, что этот камень был by one of обнаружен the students of the minimalists, одним из студентов-минималистов. and she admitted she hadn't written the fraudulent text. It И was real. студент минималистов, она призналась, что это не она создает эту надпись, что это был настоящий подлинный камень. And this caused a big fight among scholars, particularly in America. И в Америке был большой шум и спор среди ученых по поводу этой находки. As of 2009, В 2009 this год, year, в этом году, most scholars agree that David probably did exist большинство ученых наконец согласились, что Давид, возможно, все-таки существовал. because of the inconvenient fact of this stone. Поскольку вот этот камень очень неудобный фактор. They have since found David's name on two other inscriptions. Имя Давида нашли еще на двух камнях. So most will now concede that King David may have existed. Поэтому ученые наконец говорят, ну, он, возможно, существовал. One of the major factors that disrupted historical criticism, Один из главных факторов, который очень расстроил исторических критиков, as you can see, is archaeology. это археология. Archaeology actually started around 1798 Археология начинает свой путь с 1798 года, when the French Emperor Napoleon когда французский император Наполеон invaded Egypt, вторгается в Египет, and he brought a large number of scholars with и him. он привозит с собой большое количество ученых.
and they started copying down the inscriptions of the ancient Egyptians. И они начинают раскапывать, а также переписывать записи древних египтян. A French and a British scholar eventually were able to decipher the ancient Egyptian writings. И французские и английские ученые впоследствии смогли расшифровать древнеегипетские письмена. And they realized that many of the inscriptions talk about people from Bible times. И они обнаружили, что многие эти записи говорят о людях, о которых говорит Библия. This led to additional expeditions by Europeans to what we now call the Holy Lands. Это привело к тому, что появилось очень много экспедиций в так называемые святые земли, как говорят европейцы. They started working in what today we call Iraq, Mesopotamia. Они начали работу в Ираке, в Месопотамии. And they started finding all sorts of wonderful things. И они начали спорить по поводу многих явлений. This is one of the large stone bulls, flying bulls, that was found at Это один Khorsabad. бык, который был найден в Хорсабаде. And as these things were being dug up by the Europeans and brought back to England and France, И когда все это раскапывалось, увозилось в Англию, во Францию, people were amazed. люди были поражены. Because on some of these stones, they called them the monuments, Поскольку на многих этих камнях, на этих монументах, they realized that the names of actual biblical people они and прочитали places места, имена and библейских героев events were actually being mentioned. и упоминания библейских событий. Now, this was happening about the time that Wellhausen and his people were publishing their books saying the Bible was not true. Это происходило как раз в то время, когда Вильхаузен и другие ученые публиковывали свои труды, что Библия недостоверна. And this led to an ongoing battle between the archaeologists on the one hand И это привело к непрерывной битве с археологами с одной стороны and the biblical critics on the other. и библейскими критиками с другой стороны. You have to remember that at that time, going to the Holy Land was a very difficult Но event. нужно помнить, что в те времена поехать в Святую Землю было занятием очень трудным. And as these early archaeologists brought these amazing things back to Europe И когда археологи привозили вот эти поразительные находки в Европу and put them in the British Museum и размещали их в Британском музее, and the Pergamum Museum in Germany, в Пергамском музее в Германии, the Louvre in Paris, в Лувре в Париже, the people lined up all around the blocks of the city люди этих городов выстраивались вокруг этих камней, to see these things. чтобы посмотреть на все It was это. as if people had brought things from Mars. Вот эти монументы казались камнями с Марса. In fact, the curator of the British Museum, this is a picture of him, В реальности куратор Британского музея, вот его картина, Dr. Samuel Birch, said, bring back more things from the Holy Land. он сказал, везите больше нам находок из святых земель. Said that the people are mad about the monuments. They're crazy about them. Поскольку люди сходят с ума по этим монументам, они просто их приводят в изумление. They were so excited to hear these things coming from the Bible land. Поскольку людям очень нравилось смотреть то, что приходило из библейских земель. And of course, this encouraged the archaeologists to dig even more. И это побудило археологов вести еще больше раскопок. One of the first important discoveries of biblical archaeology Одним из первых важных открытий библейской археологии was this artifact called the Black Obelisk. становится открытие черного обелиска. It was found in 1846 by a British В archaeologist. 1846 году его обнаружил британский археолог His name was Layard, Лаярд. and he discovered a number of biblical names on this inscription. И здесь, на этом обелиске, он обнаружил несколько библейских имен. And this was at a time when the critics were saying these people didn't even exist. И это было как раз в то время, когда все критики в один голос говорили, эти люди не существовали. So archaeology started to challenge the Поэтому historical археология critics. стала бросать вызов историческим критикам. The French got into the archaeological action as well. Французы попадают в поле зрения археологов также. And Paul Botta И Пауль Эмиль Ботта dug at Khorsabad in 1843. в 1843 году ведет раскопки в Хорсабаде. And he found a tablet with the first reference to a biblical person not already known by the classical sources. И он находит первую табличку с первой ссылкой на библейскую личность, которая была, не существовала больше нигде, и даже в классических источниках не упомянута. He found this funny little cylinder you see in the photograph here. Он нашел вот этот небольшой цилиндр, как вы видите на фотографии. And one of his colleagues back in Paris, И он, один из его коллег в Париже, Henry Langpier, Генри Ланпьер, deciphered the inscription. он расшифровал эту надпись.
and discovered that it mentioned the king Sargon II. И обнаружил, что здесь говорится о царе Саргоне II. Now, up to this time, no one knew anything about Sargon II. До этого времени никто в мире даже не знал о существовании Саргона II. The only place that Sargon was mentioned was in the Bible, Единственное место, где был Саргон упомянут в древней литературе, была Библия. specifically in the book of Isaiah, Особенно книга Исаии chapter пророка, 21. 20 глава. And when Стих scholars 1. read that verse in the И Bible, когда ученые читали этот текст в Библии, when the critics read that verse in и the когда Bible, критики читали этот текст в they Библии, said this is another example of how the Bible makes things up, и они говорят, вот, пожалуйста, Библия сочиняет. because there's no extra biblical proof that a Sargon ever Поскольку existed. нет внебиблейских источников, которые говорят о существовании Саргона. So when they discovered this, they knew that Sargon was indeed a real И person, вот когда обнаружили этот цилиндр, обнаружили, что Саргон в реальности существовал. and the Bible was talking about real people. Библия говорит о реальных людях. Meanwhile, Sir Henry Layard continued to excavate, Тем временем сэр Генри Лайард продолжал раскопки, and after only about 10 years of excavating, и за 10 лет раскопок he discovered 55 names он обнаружил 55 имен of rulers, cities, and countries known in the Bible. правителей городов и стран, которые известны в Библии. Now, this to me is a very astonishing thing. Для меня это является поразительной вещью. I've been an archaeologist for 30 years Я был археологом сам 30 лет, and have closely followed all of the discoveries made during that time I've been in the field. и когда я сам вел раскопки на Ближнем Востоке, я внимательно следовал за путем этих археологов и смотрел, что они копали. And there's been some very exciting discoveries that we'll talk about tomorrow. И мы сделали несколько поразительных открытий, о которых мы поговорим завтра. But never in the history of archaeology for the last 100 Но years никогда за всю историю археологии за последние 100 лет have so many biblically significant things been found не было найдено такое количество библейских важных доказательств. as in the first 10 years of biblical archaeology. Но мы не нашли даже столько, сколько было найдено за первые 10 лет библейской археологии. Here he has proven 55 people from the Bible that the critics doubted existed. Здесь Лайард доказал 55 персонажей, героев и городов, которых пытались опровергнуть критики. And when he published his book in 1853, И когда он опубликовал свою книгу в 1853 году, it became a bestseller. эта книга стала бестселлером. And it has been sold all over the English-speaking world, the United States and Она England, продавалась повсюду в Великобритании, в Соединенных Штатах, во всем англоязычном мире and translated into many и languages. была переведена на многие языки. So this is just a little bit of an introduction. Это вот небольшое введение. And next time we get together, И в следующий раз, когда мы соберемся вместе, I'm going to take you through the discoveries of the last 150 years я покажу вам все важные открытия за последние 150 лет, that dramatically confirm the historicity of the biblical text. которые драматично подтверждают историчность библейского текста. The amazing thing that I have discovered Поразительное в том, что я открыл, is that most of the biblical critics that you may confront, что большинство библейских критиков, с которыми вы столкнетесь, they know a lot about the arguments against the Bible, они очень хорошо знают аргументы против Библии, but very few of them know anything about the archaeology. но большинство из них очень несведущи в археологии. They are amazingly ignorant of archaeological discoveries. Они очень невежественны в отношении археологических находок. They'll hear about a find here and there, Они услышат, что там находка, but they tend to ignore it, но они имеют такую тенденцию игнорировать эти находки. and they refuse to acknowledge the impact that archaeology has on validating the Bible. И они пытаются отрицать тот факт, что археология имеет очень сильное влияние и подтверждает историчность Писания. As my major professor William Deaver told me at University of Arizona, Однажды в университете Аризоны мой главный профессор Уильям Диллард говорил мне, archaeology is the only material from the biblical times археология — это единственный доступный материал с библейских времен, that can still produce new material. которая все еще может производить новый In материал. other words, when you dig into the ground Другими словами, чем больше копаешь в земле, and you get down to the levels of the ancient biblical cities, и ты доходишь до уровней, где существовали древние библейские города, it's still possible to find material from the biblical все periods. еще возможно найти материалы из библейских периодов. It tells us about how the people lived, Эти материалы говорят о том, как люди жили, and sometimes we even find inscriptions that tell us about the people themselves and the events they lived through. и иногда мы находим надписи, которые сообщают нам о том, что эти люди существовали, и о тех событиях, в которых они участвовали.